Всем здрасте. В общем, я надеюсь, что я более-менее адекватно выгляжу, потому что я заболел. Но есть такая тема, которую я хотел бы обсудить. Плюс мне немножечко менеджмент сказал, что надо что-то снимать, что-то рассказывать и всякое такое. Вот. Из тем, которые вот прям реально хотел рассказать, но что-то думал рассказывать, не рассказывать, еще что-то. Причем в такой супер домашней обстановке, это уже второй раз такое подряд, да, причем когда супер такой домашней обстановке, а именно стагнация русского шоу-бизнеса. Я тут подготовился, у меня есть целый сценарий, вот, насчет того, что как это будет вообще рассказ. Для начала я, наверное, расскажу о том, почему я это смею рассказывать, потому что у многих может появиться вопрос, с какой стати какая-то малолетка, какой-то молокосос вообще что-то либо рассказывает. Потому что я с подросткового периода в этой всей теме немножечко варюсь. От слова настолько, что как я видел закулисье внутреннее, так и международное. Вот. И взаимодействие между ними, и как это работало, какие бюджеты были, как это все взаимодействовало. И, скажем так, сейчас то, что по сравнению с тем, то, что было до войны, а я имею полное право говорить слово «война» в данной ситуации, потому что как бы нифига себе, у нас это вроде как самый главный, да, ну, считается, что он самый главный, да, в России, говорит это слово в открытую, что у нас сейчас война, поэтому как бы окей. Я с его слов и со слов как это, кто у нас, пресс-секретарь, вот, пресс-секретаря России имею полное, наверное, право. Иначе вопрос, почему они имеют право, а я нет. Вот, поэтому как бы в целом, окей. В общем, я разбил это на несколько сразу актов, как это будет рассказываться, для того, чтобы вы понимали все движение всего, что вот сейчас происходит, и почему я хочу на этом заострить такую, на самом деле, тему и подытожить в конце, а, чем это все закончится. Первый акт в целом. У меня это все по актам разбито, как вы уже поняли. Как это было раньше? Объясню. Как это было раньше? Наверное, до ковидных времен будем брать, потому что ковидные времена не считаются. 21 год считался больше возобновлением после ковида. Все смотрели, чё как. Не всегда можно было проводить массовые мероприятия, а шоу-бизнес держится на концертах, на всяких фанатских встречах, еще на чем-то. Вот эта вся поп-индустрия, это важно. Это очень важно, это большие деньги, и на самом деле чаще всего с такого всего берется бюджет. Вот. В большинстве случаев я буду рассказывать про музыкальную индустрию и всякие фан-сервисы, хотя в России на самом деле до этого никогда это ничего не использовалось, потому что и концерты хорошо собирались, и, скажем так, сколько ты вкладываешь, сколько ты получаешь, никто не думал ни про какие фан-встречи, ни про всякое такое, то, что популярно в Азии. Ам, Сейчас про это многие думают, но уже боятся, что и не соберут, потому что концерты вообще фиг его как собираются. Так вот, начнем. Как было раньше? Раньше было несколько таких моментов взаимодействия, а именно, я сейчас немножечко еще подсмотрю под свой сценарий, потому что мне понравилось, как я все это расписал. Взаимодействие стран друг с другом. Блин, как хорошо я написал. На самом деле, да, наверное, это одна из важных, самых главных частей. Во-первых, себя не похвалишь, никто не похвалит. А во-вторых, есть такая вещь, как все СНГшные страны, все постсоветские страны были очень тесно взаимосвязаны в шоу-бизнесе. Как это выглядело? Россия была, наверное, одной из главных стран, где, да, наверное, главной страной, где больше всего концертов, денег и всяких корпоративов, потому что страна большая, очень много городов, которые рядом не находятся, а это важный аспект. Почему? Потому что если города находятся рядом с друг другом, то по сути ты не можешь сделать два отдельных концерта большого масштаба. Скорее всего, ты будешь проводить или два средних или малых концерта, или ты будешь проводить один большой концерт в одном из городов, потому что те, кто реально захотят поехать, они поедут в соседний близкий город для себя и потусуются на этом концерте, и все будет нормально для них. Вот, поэтому все города очень далеко у нас друг от друга в стране, и поэтому это как бы был
один из главных таких факторов, почему артисты могли уехать в тур на месяц, на два и нормально собирать деньги. Прям очень хорошо собирать деньги. Иностранцев у нас в России пускали, но пускали только на несколько городов. Это было Питер, Москва всегда, Новосибирск иногда. Еще были концерты. Владивосток очень редко я что-то слышал. Но вот Дальний Восток очень редко, но туда тоже иностранных артистов пускали. Вот. Поэтому Россия была это главной страной, наверное, по деньгам, по бабкам, те, кто покупали. А вот у кого покупали, это уже отдельный прикол, потому что главные саундрайтеры это те, кто пишут песни, да, то есть те, кто пишут текст, минусы, все это сводят, то есть такой полноценный процесс создания музыки, он находился в Украине. И, ну, по нынешним моментам мы понимаем, где тут кризис сразу, но было прям определенное правило, что если ты едешь писать песни и снимать клипы, потому что клипмейкеров в Украине было, очень много, они были намного качественней, и третье, там было дешевле снимать, чем в России, даже если ты снимаешь не в крупных городах, а едешь в какой-то менее крупный город. И получается так, что для русского артиста было очень важно поехать на Украину, записывать какие-либо там песни и снимать клипы. Поэтому как бы это одно из важнейших стран было по взаимодействию. Вторая страна по взаимодействию это была Беларусь. В Беларуси намного меньше сонрайтеров, меньше клипмейкеров, но пару выдающихся было, и они, кстати, хорошо писали попсу. Прям они это умели и умеют до сих пор. Но что происходит дальше, это уже во втором акте я расскажу, потому что даже с Беларусью у нас есть некоторые проблемы, как я наслышан от людей, которых знаю. Вот. Третья страна, наверное, по взаимодействию это Казахстан. Но Казахстан почему-то никто в России не воспринимал всерьез. Я почему-то всем говорил, что надо воспринимать эту страну всерьез, потому что я там видел много талантов, и, скажем так, в Казахстане ты можешь приехать с любым бюджетом, и тебе сделают хороший продукт. Это вот удивительный момент. В Казахстане умеют работать с очень маленьким бюджетом. Сейчас уже нет. И это, опять же, в следующих актах расскажу, как это все поменялось. Вот. В России сонрайтеров не так много, и, скажем так, они или делают одно и то же, один и тот же стиль, или, или это плохо, честно скажу. Ну, это по моему мнению. Насчет клипов, в России умеют снимать клипы, это правда, но они очень выходят дорогие. То есть по сравнению с Беларусью, Казахстаном и Украиной, это очень дорого выходит. Но это на то время. Сейчас никто толком клипы-то и не хочет снимать, потому что это невероятно дорого. Тогда было, а сейчас вообще капец. Вот. Так, второе. Как работало взаимодействие между лейблами тогда? Во-первых, почему-то многие уверены, что из большой тройки был только Warner Music. Я не знаю, буду ли это говорить или нет. Наверное, буду, что здесь такого. Вот, скажем так, немножечко я был тоже, ну, знаю этих людей, я знаю там их офисы, знаю людей, я знаю, как они работают. Они очень качественно работали, когда были на территории России. Они прям брали человека, смотрели, что он может, что он не может, и прям пересоздавали его, и у них всегда были хорошие бюджеты, они умели это создавать, у них были офигенные связи. То есть Warner прям очень круто работал, и они это работали публично. Насчет других двух компаний, это очень удивительный момент, что почему-то никто не знает, что они тоже очень круто работали в России, просто они это никогда не афишировали. В плане того, что был официальный офис, все это работало, что-то там делалось, но все думали, что, ну, как-то у них что-то не выходит на русском рынке, там, СНГшном рынке, что-то как-то не очень. На самом деле они просто делали вскрытую, и они очень часто выпускали артистов, которые у них под контрактом, но эти артисты могли говорить, что у них нет контракта с этим лейблом. Ну, понятное дело, юридические и финансовые, у них там до конца контракта все это, ну, как бы как надо. И лейбл, два остальных из большой тройки мировой, они как бы их брали под свое крылышко, так сказать.
за ручку брали и везде популяризировали. А, И при этом всем большая тройка, российские офисы, они работали по всем странам СНГ. То есть в странах СНГ не было офисов большой тройки, потому что все было завязано на Москве и Питере. Вот, поэтому там все было между и очень понятно, и очень много украинских звезд, белорусских, казахских. Даже если работали с большой тройкой, они приезжали в Москву и как бы все это взаимодействовали. Еще один такой момент э, между лейблами. Артисты очень легко жили в плане того, что если у них была хоть какая-то аудитория, они могли собрать хотя бы там, ну, 3000 в крупном городе. Это уже считалось вау, офигенно. И, к примеру, как я знаю, большая тройка давала им очень крупные авансы. Что означает авансы в творческом мире? Авансы — это когда ты заранее говоришь, сколько будет песен, заранее говоришь, что ты сделаешь, заранее даешь им демо-записи, то есть лейбл должен знать, что за стиль, есть ли вообще смысл в это все вкладываться. И после этого выделяли ему определенную сумму денег на то, чтобы он это все закончил и мог жить, существовать нормально. И там были очень довольно хорошие суммы. То есть большая тройка, она всегда давала хорошие суммы на авансы. Понятное дело, что когда выпускается песня, любой лейбл, который дает авансы, он просто не дает тебе денег потом за эти роялти, пока не покроется этот аванс. Это понятно. Но артисты очень часто пользовались авансами. Артисты довольно любили эти авансы, потому что, как я знаю, большая тройка не... Даже не большая... Как сказать, мелкие лейблы и средние лейблы, даже большие лейблы, ну чисто русские, они потом требовали возврат аванса какой-то части, если они не зарабатывали там за год с этого релиза. Большая тройка нет. То есть она тогда это рассматривала больше на то, что есть ли смысл нам потом продлевать через год и два контракт и так далее. Вот, то есть как бы там они очень довольно лояльные были. Вот, в связи с этим можно сразу сделать вывод, что М, артисты нормально собирали площадки, это не была проблема. У людей были деньги покупать билеты, у артистов было много городов, чтобы забрать хорошее количество денег. Им давали хорошие авансовые, м, как сказать, у них были много стран и много взаимодействий для того, чтобы создавать этот контент. То есть довольно был открытый мир, где можно было довольно комфортно очень работать. И этот рынок был довольно, кстати, ну, не знаю, многие жалуются, что он все равно был какой-то закрытый, убитый, и скажу честно, для меня нет. Поэтому, ну ладно, посмотрим. Посмотрим, что сейчас. Второй акт больше про то, что теперь сейчас. Мы не будем брать пласт, наверное, пандемийный, повторяюсь еще раз. Мы берем 19 год и 20, там, второй, 23 год. 22 год довольно прошел нервно для многих, потому что была неопределенность, было непонятие, что происходит, и в 22 году сразу отрубилась, понятное дело, страна Украина как songwriter, как, ну, написание песен, контента, клипов, ну, это все контентом можно считать, понятное дело, поэтому контентом. В общем, у нас отвалился весь контент для России, и отвалился также, как я знаю, Казахстан. Беларусь еще 50-50 как-то работала, но тот объем, который отдавали Украине, скажем так, сколько людей покупало, причем топовых артистов СНГшных, которые покупал в Украине все эти песни и делал там клипы, он настолько огроменный, что для многих стало таким шоком, когда у них пропало огроменное количество людей, которые им готовы сделать, ну, этот контент. А других нету, потому что в России не было такого вот прям определенного пласта сонрайтеров, определенного пласта режиссеров, определенного пласта, в том числе маркетологов, потому что музыкальный, скажем так, шоу-бизнес в Украине, как я знаю, там есть хорошие маркетологи, там, повторяюсь, уже в 50-й раз.
написание песен, клипов, все. То есть контент, они там все тебе сделают, но у них страна маленькая, у них города не так далеко друг от друга, и население всегда было беднее. В связи с этим, м, давайте скажем честно, Украине до всех этих происходящих моментов, конечно же, нравилось брать на заказ то у людей, у русских, которые покупают у них весь этот контент, покупают их услуги и платят в полном объеме, причем много. И, как я знаю, чаще всего платили в наличку. Вот, не знаю, как там потом они закрывались, но в наличку покупали. Вот, причем в долларах. Вот. Ам, ш 22 год еще ладно, 23 год еще более-менее все пережили. У нас не было такого кризиса, как сейчас. Давайте говорить честно, в России довольно хороший кризис у обычного населения, у обычного именно. Все дорожает, все довольно непонятно, неопределенно. Вот. И у артистов довольно был еще хороший пласт релизов, которые они еще не выпустили, но вот должны выпустить, и поэтому у них все довольно нормально складывалось. Потому что это не означает, что кто-то написал песню, и через недели две ты ее выпустил, и все. То есть это чаще всего делается у начинающих, у каких-то средних артистов, которые все делают сами, без какого-то маркетинга, съемок клипов и так далее. По факту, если мы берем тех артистов, у которых ну, немалая команда, у которых все связано на маркетинге и так далее, там, понятное дело, нужно много времени перед тем, как все это выпустить. Вот. Ам, Что же происходит именно сейчас? У нас нехватка сонрайтеров, ну, то есть я мало знаю тех, кто пишет песни довольно хорошо. Те, кто пишут песни, это мое мнение, они пишут одно и то же. То есть у нас пошел какой-то замкнутый круг по стилистике написания песен. Насчет снятия клипов. Они в России всегда были дорогие, сейчас у нас еще бешеная инфляция. Они стали невероятно дорогие, и не каждый себе топовый артист может позволить. А именно у нас почему? И мы с вами пришли к третьему акту. Проблема с финансами. Проблема с финансами, она не только в России, она во всех странах СНГ произошла, потому что вот этот, так сказать, хороший финансовый поток и распределение, которое работало и всех все устраивало, и денежка тоже была как бы у всех, он сломался. Ну, понятно почему. В связи с этим проблема с финансами произошла у русских артистов, наверное, в первую очередь, и у украинских артистов. Украинских артистов, потому что, ну, у них отрезали половину страны, там бы война, там боевые действия, там как бы небезопасно собирать народ, и тем более проводить какие-то концерты. Ну, то есть проводить концерты там, где воюют, ну, скажу, кому-то может быть окей, кто-то придет на концерт, скажу честно, мне было бы некомфортно. Типа, там через 2 квартала дом расхреначили ракетой, а я такой: "Ой, на концертик иду". Ну ладно, это окей, это мы упустим, все понимают. Насчет русских артистов. Получается как, что нехватка, контент-мейкеров, все дорожает, в том числе и маркетинг. У нас очень многие инструменты в России запрещены стали в виде того же самого "Инстаграма", который запрещен на территории Российской Федерации, потому что он принадлежит экстремистской организации МЕТА, да. После этого у нас отрубили YouTube, у нас отрубили, у нас проблема вообще выйти скажем так, в какой-то интернет, который не связан с Россией. Чаще всего это у нас вещи на 3 буквы. И у нас как бы все это дорожает, и те инструменты, которые используются, они стали проблематичны. Проблема со стриминговыми сервисами, она стала довольно серьезной по той причине, что большая тройка ушла. Очень многие артисты там публиковались, даже если там не было контракта, они использовали его как дистрибьютора музыки. Что это означает, дистрибьютор музыки? А, Это означает, что лейбл, компания, есть отдельные компании, которые занимаются только дистрибьюцией, берут ваш
релиз, песню, еще что-то. И распространяют по всем площадкам, договариваются с этими площадками, заранее вам говорят, какая обложка, что как. Ну, то есть имеется в виду не стилистика обложки, а какое разрешение обложки. Будет нормально, будет нет. Чаще всего у дистрибьюторов есть еще отдельный юротдел, который, если вы их попросите, они могут посмотреть, что и как будет. Плюс, в чем важны крупные дистрибьюторы или дистрибьюторы со связями. А Большая Тройка, понятное дело, это хорошие связи. А, Они договариваются со стриминговыми сервисами для того, чтобы вы попали под важный релиз. Важный релиз это означает, что стриминг заранее, как бы он видит, ну, заранее вашу песню, что она выйдет такого-то, такого-то, она разблокируется для всех пользователей. То есть, когда выпускается заранее песня, стриминг, он уже, эта песня уже лежит на стриминге, но она закрыта для всех. И этот доступ откроется в тот момент, когда артист захочет, да, то есть он сказал, вот такого числа мы выпускаемся. Значит, вот такого числа все стриминги открывают доступ для этого релиза. И тут получается какая такая проблема, что все стриминги чаще всего производились у нас зарубежные, потому что Большая Тройка это зарубежная. Все стриминги, большинство это у нас зарубежные. В России есть пару внутренних стримингов, сервисов, но они Они вообще потеряли очень много контента, потому что очень много музыки, потому что Большая Тройка ушла и забрала весь свой каталог песен. В связи с этим артисты не понимают, как взаимодействовать с иностранными стримингами, потому что, скажу честно, в России, ну, есть те, кто перешли на русский стриминг, но большинство сидит на иностранном, потому что он удобнее, там без каких-либо изменений каталог сервисов, там без каких-либо изменений вообще функционал, взаимодействие и так далее. А, И это вот вторая проблема такая, наверное, у артистов в России, потому что это стало проблематично. И получается как? В России дистрибьюторов, ну, вроде бы два, которые именно хорошо взаимодействуют и работают, но они берут невероятно конский процент. Это я прям скажу публично, потому что, во-первых, у нас есть NGBM Distribution, и если вдруг что, я могу им как бы написать из серии, типа, чтобы мне все делали. Вот, ну, как минимум, вот эти все ролики и так далее, они на субтитры переводят как бы через вот это все взаимодействие и так далее. Вот, поэтому... И Пох подкаст, кстати, можете посмотреть, там есть отдельный метод, э, плейлист. Извиняюсь, я все-таки человек болеющий, пытаюсь как могу выжать из себя всю информацию и не тупить. Вот. Они берут невероятно конский процент. В целом, вроде как, они берут процентов 20-30, но при этом всем за эти 30% они ничего не будут делать, даже если вы очень крупный артист. То есть они прям скажут, окей, круто, молодец, мы выпустим, когда ты скажешь, если что-то хочешь еще, плати бабки. Платить бабки за то, чтобы ты попал в какие-то плейлисты, ты попал в какие-то издания, еще что-то, это нормально, это адекватно, это всегда работало так, вне зависимости от в каком году это было все. Но когда ты крупный артист, а, чаще всего очень многие дистрибьюторы не в России, не в там странах СНГ, они идут навстречу, они что-то начинают, они там могут или снизить процент, потому что они понимают, что они с тебя вот эти там не 30, к примеру, условные, а 15 возьмут, но они заработают намного больше, чем кто-либо, да, то есть там, или чем несколько средних артистов, да, мы возьмем. И как бы есть смысл это пиарить, и есть смысл то есть как-то идти навстречу. В России получилась монополия. Монополия в виде двух компаний, которые выстроили одинаковую тарификацию для всех. И это стало капец как невыгодно всем сразу. Для малого артиста 30% с их роялти это огроменные деньги, потому что их бюджеты не измеряются миллионами и сотнями тысяч. Для них каждая тысяча это важно.
К примеру, они лишнюю 1000 заработали на новом релизе, они могут отпустить на рекламу. Кто-то скажет, что такое 1000 для рекламы. Вы знаете, для них это будет важно. В любом случае, это как для малого бизнеса, каждая копеечка важна. Для крупных артистов нифига ж себе, какие 30%? Вы вообще знаете, сколько это бабла? Вот как бы да. У нас происходит непонятная фигня, и к тому же, как я уже упоминал, это нельзя все пиарить. То есть те инструменты, которые были, они не работают, они запрещены. Если ты начнешь пиарить, тебе придут и скажут, что ты очень плохой человек, скажем, мягко говоря. А новых инструментов толком не появилось. И люди, которые остались на зарубежных стриминговых сервисах, а ты не можешь с ними взаимодействовать, с зарубежными стриминговыми. Ну, в общем, это какой-то замкнутый круг непонятный. Взаимодействие артистов с другими странами. Кроме того, что у русских артистов, украинских, белорусских артистов, какие-то казахские, которые работали на русскую аудиторию больше всего, но таких мало было казахских артистов, у них то, что в целом стало меньше концертов, и меньше концертов по разным причинам. А у белорусских артистов, потому что если они поедут в Россию, у них могут быть проблемы потом с Европой. Есть такие кейсы уже. И есть кейсы, когда прям примеры, когда белорусские артисты, они выбирают, прям, какой рынок они берут. Или так, или так. Третьего не дано, где и тот рынок. Украинские артисты, потому что, они не могут ездить в Россию по понятным причинам, у них страну разделили пополам, и у них стало еще меньше городов, куда они могут ездить. И им в целом сейчас не до творчества, скажем так. У русских артистов произошла проблема в виде того, что папам, у нас кризис, и, а, скажем так, людям с регионов стало проблематичнее купить билеты. И это связано не с с технологиями, не со временем, там ничего. Это просто стало дорого. И при этом всем у нас инфляция, из-за этого им стало дорого. А артисту из России эта инфляция показала то, что дико извиняемся, но оборудование стало дороже, декорации стало дороже, все стало дороже. И как пример, если вы делаете крупное шоу я расцениваю от, ну, для России это 10 тысяч зал, это уже я могу считать крупное шоу. И если крупное шоу, мы берем какой-то поп-исполнитель, которому нужны декорации, потому что поп-исполнитель в первую очередь это шоу, да. М, Так принято в поп-индустрии, на этом держится вся индустрия, так сказать. Чтобы отбить все эти декорации, подтанцовку, потому что вы еще репетируете как минимум месяц, звукорежиссеров, световиков, ну, в общем, всех, кто еще за концертом, плюс рекламу на каждый концерт, это тоже отдельная сумма денег. Вам нужно провести, я думаю, минимум 8 шоу, чтобы выйти в ноль, 10, чтобы немножечко заработать. А, Ты не возьмешь эти 10 шоу сейчас нигде. Произошла стагнация по продажам билетов даже в Москве и в Питере. Какой нафиг там Тюмень? Ну, какая нафиг Тюмень с ценником на концерт за 4-5 тысяч? Не соберет. Плюс эти все декорации надо перевозить. К тому же, кстати, логистика очень дорогая в России. Ну, в плане всех декораций, и когда ты везешь на одно шоу. Есть артисты, которые приезжают в малые залы, там на 3000 человек, и несколько дней подряд выступают. Но все равно их задача собрать там 3 концерта по 3000 в одном городе. Получается 9000 людей. Получается, уже можно считать, как будто один крупный хороший концерт провели. Не получается сейчас уже. Все. Ну, то есть денег у людей нету. Произошла стагнация. Все. У нас инфляция. Экономика немного уже застопорилась, экономика немножечко приофигела, люди от этого офигели, и все. Поэтому у нас получается такой замкнутый круг того, что нового контента никто качественно дать не может, ничего у нас снять тоже качественно и за нормальные бабки мы не можем, да и потом окупаемость всего этого нету. Про аванс.
у лейблов в России. Это вообще отдельная тема, потому что русские лейблы тоже, кроме большой тройки, давали авансов, давали меньше, как я знаю по статистике, плюс-минус, но давали. На данный момент уже не дают, потому что любой лейбл это какая-либо крутая аналитика. Аналитика чего? А, Если мы не соберем за этот релиз за роялти, скорее всего, не соберут, тогда сколько концертов он даст? Когда он даст концерты? Сможем ли мы это окупить за год, чтобы вот, так сказать, в годовом отчете плюс-минус нормально ложились? Не уйдем ли мы в целом в минус? Никто не может дать гарантии, потому что никто не знает, что будет через месяц, через 2, через 3, через 5 месяцев. Что будет через год, вообще неизвестно. По авансу лейбла сейчас лейблы не могут как-либо вообще понять, что будет через год, а если ты не знаешь, сможет ли этот проект, ну, как бы, эти деньги как-либо окупиться, то и нафиг в это вкладываться. И поэтому мы попали в замкнутый круг. Все, авансовые кто-то выдает, как я знаю, но так мало, чтобы просто дать денег студии, тот, кто это напишет, и все. Никаких из серии «вот сейчас потрачусь, и мне еще останется, ой, как классно», уже нету. Поэтому концертов у нас все под минусом, рекламный вообще мир у нас в России умер. О, это вообще отдельная тема может быть, потому что вообще про лейблы все это я попал, скажем так, немножечко из другой истории. Вообще это случайно все это в музыкалку попал. И в тусовку Шубинус а-ля. А еще мне кажется, что я сейчас буду краснеть, потому что у меня ощущение, что температура поднимается. Ну ладно. Вот. Поэтому проблемы с финансами есть. И не знаю, кто как, но я думаю, что мы попали в какой-то хороший замкнутый круг, который... Я не знаю, как он будет выводиться. Вот. Насчет Казахстана, потому что я упоминал Украину, Беларусь, Казахстан не упомянул. Мой любимый Казахстан. Казахстан, на удивление, пошел своим путем. Мне это очень сильно понравилось. Прям симпатизирует этот путь. Потому что неожиданно некоторые те, кто пишут песни в Казахстане, начали попадать не каждый год, но уже пару раз попаданий было, к примеру, на Грэмми. Ну, то есть, к чему я это веду? Они решили пойти своим путем. Они решили работать также с крупными лейблами, но именно продавать им услугу. Россия с Казахстаном не хотела работать, как сказать, она хотела, но неохотно, очень мало хотела. При этом всем, ладно, мало-много это как пойдет, это капитализм, это нормально. Но если даже хотела с таким маленьким бюджетом, настолько все малюсенько, что вот прям, что как бы и казахи уже не хотят, уже и все. И я их могу понять, честно. С одной стороны, мне тоже хочется поехать в Казахстан и что-то сделать за очень маленькие бабки, ну, как бы ничего такого. Но тут произошло парочку скандалов, таких неприятных, когда русские артисты очень сильно начали хамить, скажем так, казахским продакшеном, ну, команде, которая все это создает. Вот. Ну, скажем так, пару было таких моментов неприятных, которые взрыванули на весь Казахстан, как я знаю. Ну, из тех, кто в этой индустрии, они все прекрасно знают. Да, неприятно, в общем. Но у Казахстана какой-то свой путь пошел, почему бы нет? Вот. Надеюсь, до Казахстана когда-то доеду. Да что когда-то? Да, блин, скорее всего, в этом году. Почему бы нет? Вот. Если вдруг что, я к вам френдли, пожалуйста, делайте мне скидки, если будем работать по каким-то моментам. В общем, мы с вами подходим к 4-му акту. Что же будет дальше? Вообще самое интересное, потому что мы с вами обсудили, как было до, мы обсудили, как после.
как сейчас имеется в виду, и что же будет у нас там через год, через два. Во-первых, мне кажется, что у нас станет очень мало концертов, это будет что-то прям особенное. То есть сейчас вот последние волны, на самом деле, туров, потом у людей не будет столько денег, чтобы вот ходить на все это уже. Я знаю, что очень многие регионы, они жалуются на это, что у них нет денег на это все ходить. Это первое. Второе, если нет туров, нет концертов, нету нового контента. И, к сожалению, артист это такая вещь, которая это нон-стопом надо делать. То есть ты не можешь взять и уйти на 3 года без уважительной какой-либо причины. И вот, ну вот просто уйти, а потом вернуться, и вот типа, окей, ладно. У нас уже используются такие моменты, как на ностальгии, то, как было раньше, то есть возвращение старых групп, типа там на один концерт, у нас это уже есть, я опять же, как старый фанат Серебра, был удивлен то, что они там на один концертик, ну там половину концертика старый состав соединился, попели, все. Вот. Но я вижу эту тенденцию, что все будет скоро возвращаться, есть группы, которые возвращаются. Неважно то, что 20 лет, когда все было нормально, они как бы наплевать, а когда кушать захотели, и что-то денежек нет, и типа такие, нифига себе, надо как бы, наверное, вернуться и на ностальгии хоть какие-то концерты собрать. Это первое. Второе, мне кажется, есть артисты, которые чуть ли не будут банкротами, потому что есть такой момент, что чем крупнее артист, тем больше денег надо вкладывать. Оборот денег намного больше происходит. Если намного больше оборота денег в такой экономике, значит, есть огроменный шанс, что если ты не соберешь хотя бы парочку концертов, ты уйдешь в минус. Если ты уйдешь в минус, ну все, ты из этого круга ада не восстановишься. Это будет очень сложно восстановиться. Вот, это второе. Ну и третье. Образы, декорации и так далее, это все будет очень дорого. Ждите, если будут концерты, то они будут очень легкие, в плане того, что вышел артист и 2 подтанцовки, все. Довольствуемся, что есть. Вот и все. И так бы было бы там билеты дороже. А если билеты дороже, значит, они не соберутся. Ну, это замкнутый круг такого ценообразования на самом деле. Вот. Это, наверное, что нас именно ждет в шоу-бизнесе и так далее. Я отдельно себе пласт выставил, которое, что будет дальше, именно взаимодействие артистов и правительства на данный момент, потому что это сейчас очень сильно, ну, в России и в Украине, это и в России, и в Украине, на самом деле там идентичная ситуация происходит, ты не можешь не взаимодействовать с ним. Потому что если ты не взаимодействуешь, значит, тебя будут убирать с ротации, телевидения, радио и так далее. Будут проблемы на стримингах, потому что есть артисты, которые не хотели взаимодействовать с фразой «у нас есть стриминги, у нас все нормально». Поверьте, правительственные службы и до туда дошли в определенный момент. Им хватило 1 годика, чтобы понять, как это работает. И, к сожалению, всем пришлось взаимодействовать. Всем пришлось работать над этим и так далее. Ну, главное, чтобы это не обернулось в какой-то проблемный момент, потому что ситуация нелегкая и в одной стране, и во второй, да и в третьей, и в четвертой, да везде. Честно говоря, во всех странах СНГ сейчас что-то неспокойно немножечко. Вот, и как бы главное, чтобы это не обернулось плохо. Вот. Поэтому жду стагнацию, жду то, что будет что-то не очень. Именно те, кто работают на СНГ и в СНГ, да, то есть как бы такой момент. Вот. Поэтому, мне кажется, я немножечко-то попробовал объяснить, что же произошло. Точнее, что произошло, все и так поняли. А как именно эта цепочка и этот рынок начал ломаться. Причем изнутри. И что стагнация
она не то что произошла, она только начинается. Так что вот так, мои хорошие, вот так, мои любименькие. Пытался рассказать на минут 15, вышло на сколько? Ну, я думаю, минут 40 нормально так, да? В общем, работаем. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите другие ролики, слушаем и смотрим по подкаст, да. Вот, сейчас мы понаотправляли промобоксов всем, да. Вот. Если вдруг хотите, возможно, мы все-таки сделаем конкурс, потому что мы что-то так всем обещали, в итоге мы все забыли, все в делах, все в заботах. Вот, я еще вот заболел неожиданно. Вот, но вас без интересных тем не могу оставить, опять же, интересно, по моему мнению. Но если вы хотя бы до этой части, да чё ж, хотя бы, если вы так до конца досмотрели, значит, реально интересно. Вот, всем спасибо. Люблю, целую.